Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись. Вот и подходит к концу 2023. Он был очень насыщенный, необычный, местами судьбоносный. По крайней мере, это у меня. Много чего свершилось, чего я планировал. И хотелось бы сперва, наверное, начать по традиции с конкретно декабря месяца. В общем, в целом он проходит у меня продуктивно. Стараюсь вкладываться в обновление своего дома. У меня тут кое-что я тут оголил. То, что было еще до меня. Можно потом в дальнейшем проводить некоторые, может быть, ремонтные работы. Там через полгода провести. Вот. И что у меня еще по поводу геймдева? У меня как минимум было одно мероприятие. Я познакомился с индонезийцами. То есть у меня возникло такое рабочее партнерство. И можно еще сказать, что я завтра, то есть я записываю, пока еще только в процессе подготовки к завтрашнему мероприятию, тоже по геймдеву. И оно будет такое итоговое в этом году. Лампа горит. Я хочу со своими коллегами, товарищами отметить этот год, подытожить его, потому что я этот год посвятил в том числе и геймдеву. Это мой новый путь жизни, который во многом предопределил мой счет такой. Путь, связанный с геймдевом, это путь саунд-дизайнера, композитора. Это как раз помогло мне утвердить мою новую и хобби, новое, и деятельность. И впервые за этот год мне удалось, по сути, получить первые свои деньги. Уже несколько раз за этот год мне удалось. Пока немного, но зато самостоятельно, без чьей-либо помощи. Как видите, я немножко затронул вот в целом. Но, как бы сказать, декабрю остается такая немножко неблагодарная работа, когда дело доходит до видео. Ему приходится все-таки уделять больше времени не на саму себя, а на год в целом. Также декабрь у меня он проходит с точки зрения канала. Все-таки я сделал 5 целых выпусков микса марафонских. Причем я предполагаю, что этот марафон продлится у меня еще до конца января, потому что я проделал около половины только предполагаемых записей. Я проработал около половины записанного материала и думаю, в идеале как-то его отработать, чтобы побольше было места на своем существующем диске, чтобы как-то оттянуть момент приобретения нового. Ну или как пойдет. В любом случае, оставшиеся с этого года записи так просто не останутся в стороне. То есть, в частности, это Apex Legends, Overwatch 2 у меня. Вот. Ну, по-моему, только вот эти игры остались. Остальные я уже отработал. Но это я как бы, видите, и про декабрь, и про год в целом. Я думаю, про декабрь я уже сказал. Давайте все-таки подытожим этот год. Как я уже сказал, он прошел интересным. Особенно интересным с точки зрения моих достижений. Во-первых, я определил себе новый путь жизни, путь геймдизайна. Разумеется, этот путь, он временный. Рано или поздно я с него сойду и найду себя как-то в новом направлении. Но пока что геймдизайн для меня это тема, особенно в области саунд-дизайна, композиторской деятельности тоже. Но дело обстоит не только в этом. Мне удалось за этот год много чего сделать по каналу. Давайте скажем, что за этот год вышло свыше 165 видео. Причем более половины из них это геймерстав, поэтому с точки зрения канала этот год у меня такой, в первую очередь, игровой. Но не будем забывать про остальные рубрики, что именно они тоже давали разнообразие. Но пока я хотел бы чуть-чуть проговорить насчет геймерстав. Важно отметить, что я за этот год много каких игр записал, показал, поиграл со своим другом Кириллом. Передаю тебе привет. С наступающим. Вот, то есть это тот же Fortnite, это Minecraft, это Borderlands 3, это Atomic Heart, Apex Legends, Overwatch 2, No More Room in Hell, Dying Light, Quake Champions, Now Security Breach Ruin. Хотя я основную игру не проходил, но уделил время, по крайней мере, дополнениям, поскольку это как отдельная небольшая сюжетка, в отличие от основной кампании. Дополнение к Atomic Heart Annihilation Instinct, The Last Artonaut. Одна из таких подрубрик геймерстафа, здесь всего 3, но, пожалуй, самая значимая, наверное, это The Last Artonaut. Благодаря нему в этом году вышел первое видео Midwood Isle, потому что это видео набрало больше всего просмотров за все видео этого года. Свыше 500 с чем-то просмотров. Да, это немного,
может быть, но для меня это больше, чем я ожидал. Не будем забывать об остальных играх, как Baldur's Gate 3, игра года, на которой потратил целые 2 месяца, чтобы ее пройти. Конечно, я взялся за читы, но тем не менее прошел, мне было кайф, мне нравилось играть в такой шедевр, я бы сказал. Возможно, я забыл какие-то игры, я, наверное, оставлю здесь. С точки зрения геймерстафа, этот год прям такой представляет собой золотую эпоху геймерстафа, потому что я слабо себе представляю, что будет в следующем году. Будем судить по обстоятельствам. Может быть, с геймерстафом что-то такое произойдет. Но все может быть. На него я постараюсь пока не забивать. Упомянем остальные рубрики, в том числе новые. Это архивидеос. Истории, которые я рассказываю через видеоформат, через фотографии. Конечно, не так сильно развит, но я думаю, что он со временем начнет как-то развиваться. Все может быть. Даймон, я думаю, ты нас слышишь. Да, и я приветствую. Спасибо. Думаю, он даст отдельный комментарий. С удовольствием. Вот. И стоит упомянуть про Musound, который сменил Gleb's Composition. Да, по сути, Gleb's Composition в этом году ушел в прошлое, и на его место прошел Musound, который раскрывает больше возможностей музыкального такого творчества на моем канале. Раскрывает какие-то границы возможностей, и благодаря этой рубрике я рецензирую свои музыкальные альбомы, композиции которые присутствуют в моих как рубриках, так и подрубриках. Важно отметить, что касаемо геймерстафа, благодаря нему, пожалуй, наверное, самое значимое достижение — это формат микс-видео, который во многом упрощает мою деятельность с геймерстафом, когда дело доходит до большого количества записей. Это очень выручает. Да, есть, конечно, разного рода технические нюансы, но я их пока не озвучиваю, это скорее отдельная тема для того, чтобы проговаривать. Пока ограничусь этим, что я сказал, да. Ну, конечно, Gleb's блог, он прям перед вами, в конце концов. Появился Boosty канал у меня, также развился Telegram-канал. Касаемо первого, хотел отметить, что в этом году, может быть, я не получил ничего на Boosty, но все может быть, может кто-то мне и задонатит. Но главное, что вы меня смотрите, для меня это более принципиально, что меня кто-то смотрит, что я ради вас, дорогие зрители, готов посвящать такие вот приятные минуты общения с вами. Вот. Думаю, много еще нам предстоит сделать, реализовать. Так что говорю, в принципе, по поводу канала на будущее, что я его не забрасываю. Конечно, будем действовать по ситуации. Следующий год, конечно, как и любой грядущий год, это загадка. Так что будем действовать и по ситуации, по обстоятельствам, и будем по возможности вместе создавать и креативить. По крайней мере, я со своей стороны точно. В общем-то, если, конечно, ничего такого не забыл по поводу итогов канала, но я думаю, это все. Казалось бы, я немного уделил время на это, но если окинуть взгляд, это 12 месяцев, по сути. 12 месяцев моей творческой жизни, учитывая еще то, что я занимался своими личными вопросами, в том числе с армией, получил такую ограниченную годность. Это означает, что я в мирное время меня не беспокоит. Я сейчас отойду, и мы продолжим с вами обязательно подытоживать этот год и думать касаемо грядущего. Так, я вернулся, но давайте тогда продолжим немного в другой локации. Что я думаю насчет грядущего года дракона? Я, скажем, ожидаю всякого, но постараюсь сделать все возможное, чтобы этот год был по-своему интересным и замечательным, в том числе для канала. Единственное, что по поводу канала, я планирую, если по каналу что-то, то не более чем на пару месяцев. Это в том числе связано с тем, что мне просто так удобнее, потому что у меня, например, да, есть планы на, допустим, тот же январь или, может, февраль, а вот дальше это уже более под вопросом. В любом случае, всякое может произойти в жизни, у меня лично, или, может, вообще в мире. И делать то, что намечено, то, что происходит по ситуации, стараюсь, еще раз, не строить наполеоновских планов и стараться все-таки опираться в первую очередь на то, что уже делается, или то, что уже на подходе. Но если говорить конкретно про мои планы в целом, что я именно планирую, на данный момент у меня пока планируется, как ни странно, в частности по геймерстафу, хочу сказать, что я с недавних пор понемногу становлюсь фанатом Вархаммера, и, например, пару месяцев последних я
постепенно вдохновлялся атмосферой космодесанта и прочего, и всяких типа Механикуса Адептуса и всех этих больших операторов человечества. И на фоне этого у меня возникло желание как минимум сыграть первую часть Space Marine, тем более, что в грядущем году в сентябре выходит вторая часть, и было бы неплохо на фоне первой части сыграть по возможности во второй. Но хотя бы вот этой части в первом Warhammer. Все может быть, но планы есть планы. Кроме того, я планирую по каналу, например, в феврале тоже по геймерстафу, сделать прохождение на второе дополнение по Atomic Heart, которое должно выйти 6 февраля. Первое дополнение, напомню, это был Annihilation Instinct, я уже прошел в этом году. В следующем, думаю, хотя бы начать проходить второе дополнение, которое называется Узник Лимба. Что по поводу канала еще, я думаю, наверное, чуть чаще, я об этом уже раньше говорил, но как-то с этим сложно, потому что я привык делать раз в месяц или полтора Глебсблог. Я не привык его делать чаще. Но я думаю, чуть-чуть, наверное, чуточку совсем почаще делать. Может быть, в какой-то момент делать не раз в месяц и полтора, а, грубо говоря, 2 раза в месяц, полтора, да? Чуть почаще, наверное, делать Глебсблог и делать упор не только на общение, да, а может быть, на что-то такое вроде Архивидиуса. Вот. Мне кажется, это было бы тоже неплохо. Касаемо Архивидиуса, хотелось бы еще отдельно отметить, было бы неплохо, если бы я ему тоже почаще уделял время, но тут еще, то есть, разного рода факторы играют. Тут есть пара моментов, они связаны со смысловой составляющей Архивидиуса, и второй связанная с частотой создания видео, как часто я их создаю. Такой момент тоже. Пока немножко трудно объяснить, как именно, но в любом случае у Архивидиуса есть свои нюансы. Но я думаю, в любом случае продолжать. Просто я им давно не занимался. Хотел бы еще сказать по поводу Даймона. Я хочу сказать, здорово, что мы продолжаем с тобой это дело. Хорошо, что ты меня позвал на свой канал. Я думаю, что мы еще многое что сделаем. Но если случится что-то, что поведет в наше дело, ну значит так то. Но я рассчитываю на лучшее. Так же, как и ты. Как видите, на место медведя встал вами знакомый товарищ. Но стоит отметить, что мы с Даймоном думаем все-таки продолжать нашу вот эту рубрику. Но тут тоже есть свои сложности. Но я думаю, мы справимся. Дай Даймон. Вот. И что касаемо остальных рубрик, Мьюзаунд. Мьюзаунд, я думаю, тоже почаще уделять время, думаю. Потому что такая рубрика, она является хорошим дополнением для остальных рубрик. Она дополняет музыкой остальные рубрики, да и сама показывает, рецензирует, какие новые композиции я сделал. Ну или звуковые эффекты. Ну или какие звуковые эффекты. По поводу всего остального, связанного с каналом, я ничего пока сказать не могу, но всему свое время. Пока я говорю то, что я могу предложить. Тем более, еще раз отмечу, все может быть по жизни, кто знает. Но планы есть планы, повторюсь. Ну что ж, ребят, вот такое получилось интересное видео. Но осталось кое-что напоследок. И это вами, наверное, ожидаемое новогоднее обращение. У меня лично. Погнали. Вот и подошел к концу этот, по-своему замечательный год. У каждого из нас он прошел по-разному, но все же в нем было немало хорошего. Каждый отвечает себе сам, насколько этот год выдался хорошим. Каждый отвечает себе сам, насколько он был полезен. Оглядываясь назад, мы порой удивляемся, как же мы через это все прошли, ведь трудностей тоже хватало. Но не будем забывать, что каждый год — это и хорошее, и плохое. И каждое хорошее нам приносит счастье. Так же, как и каждое не очень хорошее приносит опыт. Не менее важно помнить, что в коллективе, в команде, каждый из нас дополняет друг друга опытом, счастьем. И в сообществе мы достигаем своих целей гораздо легче, чем в одиночку. В любом случае, все то, что происходило в этом году, во многом от нас не зависело. Но в первую очередь мы могли влиять на то, что в наших силах. А это, в свою очередь, наши мысли и поступки. Это, пожалуй, самые главные инструменты в нашей жизни. Без них мы бы не могли повлиять на то, какой тот или иной исход мы получим.
Я хотел бы, чтобы вы, дорогие зрители, почаще думали об этом. Потому что даже в самые темные времена мы способны повлиять на наши мысли и поступки, а значит и открывать новые двери возможностей, и просто делать жизнь лучше, счастливее. Мир, каким бы он ни был, разный, но делать его лучше вокруг себя – это наша действительная возможность. Такие мысли подобны тем вещам, которые делают наше утро лучше. Начиная с них Новый год, мы делаем нашу жизнь день за днем все лучше и лучше. И сами вместе с этим становимся счастливее. Каждый из нас способен двигать камни, но в сумме мы сдвигаем горы и вместе влияем на то, что казалось бы неизбежно. Ведь общими усилиями мы влияем на всеобщее счастье. Одним словом, пусть все у вас будет хорошо. С праздником! С новым 2024 годом!